Привет! Это первое разговорное видео на этом канале. Не знаю, будут ли еще. В принципе, я планирую дальше снимать наши поездки и путешествия. Так что, если вы в первый раз на канале, смотрим предыдущие видео, подписываемся, вы знаете, что делать. Давайте уже обсуждать японских жен. Да, знакомьтесь, это моя красавица жена. Ее зовут Йошика, она японка. И на примере моей семьи, точнее на ее примере, давайте разберем основные мифы и стереотипы о японских женах. Начну я не со стереотипа, а с факта, о котором часто слышал от иностранцев, которые познакомились с японками за границей, а потом переехали вместе сюда, в Японию. Итак, поведение японской девушки сразу меняется при переезде в Японию. В нашем случае это 100% правда. Да, за границей мы познакомились на нейтральной территории. Она вела себя скромно, такая была покорная японка. Вот как я предполагал, как я и представлял. Но когда мы приехали в Японию, она стала такой более инициативной. Я бы не сказал, что она там командовала мной, но она перетащила дело на себя. Это легко объяснимо. Почему? Потому что я не знал первое время вообще в Японии ничего. Не мог не говорить по-японски, не знал менталитета, особенностей там, быта, культуры и так далее. Куда пойти, что сделать, как сказать, что покушать и так далее. То есть я ходил за ней хвостиком, а она мне все объясняла, говорила и так далее. Это не было проблемой в отношениях. То есть, это был факт, я понимал ситуацию. Окей. Проблема заключалась в другом. Я не был готов к негласному табу на проявление чувств в присутствии других людей, особенно родителей. Это очень важный момент, что первое время мы жили с ее родителями. Да. Представьте, мы не виделись 2 года. Я прилетаю, мы расписываемся, все, муж и жена. Я такой, ну иди ко мне, моя дикая кошечка. А эта дикая кошечка мне с порога и заявляет: так, товарищ, на расстояние вытянутой руки, пожалуйста. Все, при родителях или там на улице при других людях. Обниматься мы не будем, целоваться даже в щеку мы не будем. За ручку, в принципе, не страшно, но все равно ходить мы не будем. Да, она перестала называть меня там такими милыми словами, как дорогой, любимый, милый и так далее. Это, конечно, очень сильно ударило по самолюбию моему. Вообще не ожидал. Она, в принципе, даже игнорировала мои знаки внимания. То есть я там ей подавал руку при родителях, подавал руку, там, держал стул, чтобы она присела, там, дверь придерживал и так далее. Она просто проходила мимо, как будто вот, чтобы не привлекать лишнего внимания. Что вот у них так не принято. А я-то что? Я ж не любовник, чтобы скрывать эти отношения. Я ж муж, законный, у меня справка есть. Вот это чисто вот разница менталитетов. Вот. Но время лечит. Мы потом съехали от родителей, мы пожили, поговорили. Ну и как-то вот все постепенно нашли золотую середину. Да, то есть я кое-где понимаю, что да, возможно, при японцах это будет перебор. Сейчас она немного раскрепостилась, то есть можем спокойно ходить за руку, могу приобнять спокойно, не боясь, что она мне там руки потом заломает. Вот, как-то так. То есть сейчас в этом проблем нет. Следующий стереотип, что японские жены не ревнуют. Подтверждаю. Посмотрите сюда, чего тут ревновать на самом деле? Нет, может внутри и ревнует немного, но никогда мне об этом не говорила. Это такая японская черта. Держать внутри, но не говорить. Может, и я поводов не создавал. Это уже мне плюсик. Да, подтверждаю, не ревнуют. Стереотип, что японские жены покорные, всегда следуют за мужем и никогда не высказывают претензий прямо в лоб. Насчет не высказывать претензий сразу нет. Насчет покорности 50 на 50. Я не скажу, что она прям скандалистка, но если что-то не нравится, она мне скажет. Я вижу, как она общается с другими японцами. То есть
никому там из друзей или коллег она не выскажет прямо претензий. Может быть, намеками, но прямо нет. Мне, пожалуйста. Поэтому я думаю, что будь у нее японский муж, она вела бы себя по-другому. Мне так кажется. А насчет покорности, все зависит от того, затрагивает ли это ее интерес. Приведу пример. Например, наши поездки по Японии. Ей, в принципе, все равно, куда ехать. И главный процесс, то, что мы всей семьей проводим вместе время. Поэтому за поездки отвечаю я. Я решаю, куда ехать, я решаю, в каких отелях мы останавливаемся, в каких ресторанах мы кушаем и так далее, по какому маршруту ходим. Она мне доверяет. То есть иногда спрашивает, куда, что, но как бы туда, ну туда, хорошо. Вот. А когда мы едем в машине, нас идет прям битва за музыку. Обычно за рулем я, и в принципе даже угрозы с моей стороны, что домой она пойдет пешком 300 километров, ее не пугает. То есть прям неуступчивая, вот все. Так что про покорность я бы не сказал бы. Влияют ли родители жены на наши отношения? Нет, не влияют. Может быть, они там за спиной и разговаривают обо мне, не знаю. Но вообще родители мировые. Коичи-сан, Марико-сан. Вот. На самом деле, если бы родители не выбирают, но если можно было бы выбирать, я бы их и выбрал. Во всем нам помогают, не суют нос в чужие дела, как говорится. В этом плане никаких проблем. Стереотип, что японские жены умелые хозяйки. В моем случае 100%. Правда. Ёшка встает в 5 утра, стирает, готовит нам кушать. Мне каждый день, почти каждый день готовит собойку на работу. Все делает по дому. В этом плане жена хорошая. Но в принципе я бы не стал идеализировать именно японок, потому что, мне кажется, в любой стране за дом отвечают женщины. Еще один стереотип, что японские жены забирают всю зарплату мужа и тратят ее по собственному усмотрению. Забирают всю зарплату мужа – правда. Тратят по собственному усмотрению – неправда. То есть это не значит, что она забирает у меня деньги, кладет себе в кошелек и побежала за новым айфоном или сумочкой Гуччи. А мы с детьми в углу стоим, и мама, дай нам хотя бы покушать. Нет. У нас семейный бюджет. Тем более с моей зарплатой она бы максимум в Макдональдс бы только побежала. Шутка! KFC. Семейный бюджет. То есть мои деньги, ее деньги. Просто она более ответственная в этом плане, поэтому она контролирует наши деньги. Вот и все. Ни одного конфликта по поводу денег. Никогда. Она предупреждает, если ей надо что-то купить. Я тоже говорю, мне надо то. То есть мы не то, что спрашиваем друг друга разрешение, а просто предупреждаем. Вот и все. Еще стереотип. Японские жены довольствуются малым. У них нет больших запросов. Подтверждаю. В моем случае 100% правда, и в этом плане я большой счастливчик, везунчик. Но если честно, я такой же. У обоих нет таких прям больших запросов по поводу там шмоток, еще чего-то. В принципе, живем по средствам, я считаю, адекватно оцениваем ситуацию. Итак, какой вывод можно сделать? Да, очень простой. Не стоит делать выводов на примере одной семьи. Я знаю другие интернациональные семьи, где отношения совсем другие. Вот, если вам понравилось, если нет, то напишите что. Если вам интересно, в принципе, мы, наверное, запишем ответку. Видео моей жены о том, как ей живется с мужем-иностранцем. Если вам будет интересно. Ну а пока.